Привет, вы смотрите Тест ТВ, с вами Надя Лаптева, Азик, и сегодня по многочисленным просьбам мы будем говорить про Бигли. В гостях у меня Тая со своим очаровательным другом Роном. И хочу уже второй раз сказать, не часто ко мне приходят люди, которые очень похожи на своих собак, или собаки, которые похожи очень на своих хозяев. Вы такая пара, вы очень похожи друг на друга. Я не знаю, комплимент. Мне кажется, для собачника это комплимент. И Рони, конечно же, у нас уснул. Рони гиперактивная собака, сейчас мы про это поговорим. Итак, Бигль. Какой характер у Бигля? Бигли очень активные, очень своенравные. Сейчас, да. ребята, он только что носился как заведенный. Просто у нас здесь место такое волшебное. Я очень переживала, как он будет себя вести здесь, потому что всегда он в первую очередь все исследует, но мы, слава богу, за час приехали, он успел исследовать тут, по-моему, уже каждый уголок, и сейчас немного отдыхает. Вот. А Бигли, они действительно в первую очередь исследователи, все запахи, все звуки в меньшей степени, но для них это первый мотиватор по жизни. Они очень своенравны, то есть если ему что-то нужно, то он будет делать именно это. Поэтому в дрессировке послушание считается очень сложная порода. Но при этом открою вам маленький секретик. В середине программы мы вам покажем удивительные сумасшедшие трюки, которые делает Рони. То есть все-таки с этой собакой можно и нужно заниматься дрессировкой, и она прекрасно это делает. Не просто, но я так понимаю, что все-таки делает. Да, мы с Роном сдали нормативы и ОКД, и БХА. Это возможно, потому что любая собака, в первую очередь, она направлена на хозяина. Если хозяин предлагает ей форму поведения, она с удовольствием, и она понимает правила, по которым мы взаимодействуем, собака будет кооперировать, будет дружить, будет заниматься, и для нее это, наверное, будет главная радость в жизни. И чем раньше вы это делаете, чем лучше. Но об этом поговорим, да, я так понимаю. Да. Итак, это все-таки охотник. Охотник, определенно. Есть ли эти инстинкты, как их нужно удовлетворять, и с какого возраста, что свойственно для охотника? Поисковая активность, исследования, да, они вообще охотники, вводились как охотники на зайцев. Вообще порода должна была гнать зайца по его траектории. Зайцы, они всегда бегают по кругу. Эти собаки тоже, если начинают играть, если начинают беситься, их главная траектория – это круги наворачивать. То есть собака от вас не убежит, уже плюс. Круг может быть большой. Да. Соответственно, они находят следовой коридор, по следу бегут, потом, собственно, достигают видимости зайца и гонят, и громко лают. Я знаю, что одна из таких проблем, часто встречающихся у владельцев Бигли, это их громкий лай. Используют антилай, различные ошейники, и не знаю, как кто борется. У меня, слава богу, такой проблемы не было вообще, потому что изначально не занималась ни командой «Голос», не поощряла его, это поведение. И, собственно, проблема ушла только если мы за городом, он в компании со своим другом загородным, собакой, может побежать, полаять, погавкать, поразвлекаться, но в принципе... То есть вы даете ему развлечься. Но я могу сказать, что в любом случае, вы сами говорите, у нас такой проблемы нет, потому что мы не поощряли, не делали. То есть по большому счету, если собака в детстве лает, ей как-то объяснить, переключить ее на какую-то игру или еще что-то, что, наверное, лаять это не есть хорошо, то можно, наверное, этого избежать. Наверное. Да. Мне так кажется. Да. Расскажите случай про зайца, которого вы загоняли. Да, действительно, я, опять же, являюсь ответственным, наверное, собаковладельцем. Изначально, заводя породу, я много прочитала, какие проблемы бывают, какие особенности у породы. И одна из наиболее частых проблем – это то, что собаки убегают. Выезжают в лес владельцы, любители, в лесу собака учуяла запах, убежала, зовут, не слышит. Потом собака, поскольку не является охотником, не умеет находить действительно след правильно, не может сама вернуться по своему следу и ищут ночами, ищут днями. У меня буквально, мы когда завели собаку, по-моему, 5 в доме жило биглей,
И трое рассказывали мне такие истории. Это вот из одного дома. А сколько в интернете про это пишут, даже слов Имеется в виду нету. владельца, да? Да, владельца. Мгм. Вот. Ну и, соответственно, я все время старалась его контролировать в лесу. То есть, если я вижу, что он куда-то чуть-чуть дальше побежал, я его сразу же подзываю, Рони, мы как-то взаимодействуем, Вкусняшку, игрушку. играем. Да, ну просто мы рядом, мы идем, и дальше он как бы бежит. Вот. Один раз он увидел, мы были в лесу, вырубка, достаточно широкое пространство, и он увидел зайца на соседнем холме. Он за ним побежал, он опустил нос вслед. И вот я действительно, поскольку находилась на лошади, мне было хорошо видно всю эту картину. Он побежал именно по следу, голос он не поднимал, но с момента вот взятия следа он отключился от меня полностью. Да. Инстинкт. Никакие зазывания, никакие шумы его не могли вернуть, то есть я его просто догнала и уже тогда отрезвила как-то. То есть вот, да, он инстинкт есть, он включается, он может включиться. И... А зайца поймал? Нет, заяц убежал. Заяц был не городским, как Рон, поэтому... Ну, то есть, ребята, вы должны понимать, если вы заводите бигля, у которого есть встроенный инстинкт охотничий, он должен загонять даже зайца, например, да, в лесу, действительно, надо либо на поводке держать собаку, либо все время заниматься постоянно какой-то дрессировкой, самоусовершенствованием, я так понимаю. Но удивительно, что у вас собака, ну, сейчас она спит, потому что у нас все спят, она абсолютно ориентирована на вас. И это приятно, потому что мне кажется, такая собака, это порода бигль, я их не очень хорошо знаю, мне кажется, они сами по себе, а у вас она вот так вот постоянно, мама, что ты делаешь, что-то, куда мы пойдем? Это действительно так, и это результат. Это результат того, что с 4 месяцев мы с ним начали заниматься. Вот мне повезло, я с достаточно опытным дрессировщиком встретилась. Вот, Анастасия Бахчеван, она тоже приходила к вам в студию. Она мне показала какие-то основы бесконфликтной дрессировки. Мы начали сначала играть, потом заниматься. Ему это нравилось, мне это нравилось. Постепенно это стало моим хобби. И мы на каждой прогулке немножко занимались вот какими-то элементами. Мне это интересно, ему это интересно, и вот так у нас так происходила вся жизнь. Кстати, расскажу один секрет по поводу ориентации собаки на себя, в частности бигли, потому что в большинстве своем они ориентированы именно на внешние стимулы, не на хозяина. По-моему, с 5 месяцев мы перенесли всю нашу кормежку на улицу, в карман. Да, есть такой способ, и он на самом деле очень хорошо работает. У меня собака где-то до года, до 1,5 не ела из миски вообще. Вот. А меня просто вопрос интересный, многие спрашивают, а как? Вообще миски нет? Во-первых, вы кормите сухим кормом. Да. Сухой корм, но когда я занимаюсь, например, дрессировкой, я отвариваю мясо. Мясо также я складываю себе, ну вот, не карман, специальная сумочка для дрессировки. Стоп, да? покажите нам сумочку, сейчас мы ее по-крупному Сумочка покажем. очень удобная, здесь затягивается все лакомства, чтобы собака не могла попасть туда самопроизвольно. Вот, и одевается на такой клипсе, куда угодно, на ремень, на карман, на куртку. Вот, ну и, собственно, мы идем, я его подозвала к себе, потому что он подошел, я его похвалила, дала лакомство, он побежал дальше. Я ему сказала рядом, он показал, что он знает команду рядом, я ему дала лакомство. И так проходит вся дрессировка. Вот, у меня стаканчик, чуть больше вот такого стаканчика в раз, да, то есть вот 2 стакана в день, очень легко скормить за 2-часовые прогулки, например. Вот. Покажите нам еще раз стаканчик. Раз уж говорим про питание, сколько бигль взрослый ест в сутки, в день? Ой, боюсь ошибиться, потому приблизительно, сколько вы кормите? Грамм, наверное, 200-220. 2 таких стаканчика? Больше немножко, это у нас такой походный вариант. Переходный вариант, да. Вот, вообще, чуть больше стаканчика и 2 штуки. Хорошо. Теперь поговорим, просто все самое вкусное и интересное про фокусы чуть-чуть на потом. Более такие практические вопросы. Как ухаживать за шерстью? Нужно ли его мыть? Нужно ли его расчесывать? Потому что такие вопросы у нас тоже поступают. Бигль, на самом деле, удивительная собака. Вот, здесь ничего плохого сказать не могу в этом плане. Они, где-то я вычитала, шерсть как у утки.
У утки же все скатывается с перьев. Вот у него, в принципе, тоже, он может изваляться, он, в принципе, не чистюлин, он может изваляться в листьях, в земле, он вообще любит кататься по земле. Но приходим домой, все отсыхает и сваливается белая шкурка. Я его, приходим домой, я ему всегда мою лапы, просто под душиком. Что значит сваливается белая шкурка? Я пытаюсь представить. Сваливается вся грязь, остается белая всё, поняла, шерсть. поняла. Да, ну вот у него же окрас такой триколор, есть белые участки, и вот я его мыла, наверное, последний раз вот именно шерсть, неделю, 2-2,5 назад. Ну, если бы вы сказали, последний раз я его мыла где-то полгода назад, я бы еще сказала, да, 2 недели назад это нормально. Нам приходится все, то, что мы с детьми общаемся, вот немножко попозже расскажу Да. об этом, вот, мыться, вот, но тем не менее он все равно, там, живя на улице, остается чистеньким, поэтому шерсть ухода требует минимального. Я использую вот такую щеточку резиновую, на руку одевается, и очень хорошо она чистит кожу. Вот видно, когда чуть подольше прочищаешь, вот эти пупырышки становятся черненькими, да, то есть мы очищаем и снимаем лишнюю шерстку. Она электрическим образом притягивает, наверное, да? Она ее как бы счесывает. Счесывает? Да, вот немножко осталось. Здесь видно, да, покажите остается. нам. Сейчас как раз линяем. Кстати, по поводу шерсти и линьки, да, раз уже заговорили. Да. Линяют они, в принципе, так, круглогодично, наверное, Но много скажем. шерсти в доме? Шерсть есть, я к ней привыкла. То есть, конечно, если ты заводишь собаку, ты должен вообще смириться, что шерсть будет. Это, наверное, все собаковладельцы говорят. Но там какой-то минимальный уход, в принципе, и проблема решается. Вот. Но в машине он у меня ездит часто, в машине мне застелено все чехлами, потому что в отсутствие чехлов, конечно, вид сиденье очень непрезентабельный, вот, но в целом шерсть, она, нету такой ярко выраженной линьки, то есть шерсть будет постоянно. Итак, мы сегодня говорим про породу бигли, говорим мы не в прямом эфире, пытаемся рассказать вам про все плюсы и минусы, поэтому Таисия рассказывает вот все как есть на самом деле вживую. Да, собака линяет, но при этом есть всякие разные способы, которые помогают нам как-то улучшить качество совместной жизни. Сейчас мы уйдем на рекламу и вернемся через несколько секунд, не переключайтесь. Итак, мы продолжаем. Сегодня мы говорим про бигли. В гостях у меня Таисия с Ронни. И сейчас хочется перейти... Нет, быстренько поговорим про то, с какими поводками, какими ошейниками вам удобно с этой породой гулять, с какими игрушками, и потом самое вкусное. Хорошо. Очень хочется показать. Хорошо. Здесь у меня, я в выборе абсолютно спокойно, то есть у меня нету какой-то там стремления к моде. В основном все ошейники это декорации, на мой взгляд. Ну и собаке должно быть удобно. Нейлоновый в этом плане, вот здесь у нас нейлоновый ошейник обычный, он не трет шею. Да, я кожаные не очень люблю в этом плане, потому что они более твердые, да, то есть надо очень хорошо кожу выбирать. Либо нейлоновый, либо вот из такого материала, как-то брезент, да. Такого плана ошейники есть. То есть, в принципе, вот достаточно. Ошейник вообще нужен серьезным собакам, да, чтобы был крепкий, и, соответственно, тогда выбирают двойную ткань, двойную прострочку. Да, здесь этой необходимости нету. Моя собака не тянет, потому что я прошу не тянуть. Вот. А по поводу тянет поводка, вот рулетку часто используют. Я тоже поначалу ходила с рулеткой. Конечно, это удобно, поскольку ты можешь рукой сильно не перебирать, собака нужную длину вытянет. Но, тем не менее, если вы хотите чувствовать, взаимодействовать с собакой, конечно, лучше взять обычный поводок, там 3 метра, 4 метра, да, и как раньше, без рулетки, спокойно нам собирать, отпускать, в принципе, это не так сложно, да, но вот такой поводок, он все-таки лучше для прогулки, и самое главное, с поводком взаимодействия. всегда очень легче можно позвать собаку, раз поддернул, и она уже пришла. А рулетка не всегда вам позволит это сделать, потому что там стропы разные. Еще скажу минус рулетки, я заметила тоже на своем опыте, когда перешла на обычный поводок. Рулетка позволяет собаке тянуть. Да, приучает к этому. Да, она приучает, и вот с биглями это очень такая явная вещь, потому что они склонны к этому, им интересно понюхать все.
и везде. Вот. И все-таки, когда на обычном поводке делать это труднее, и они лучше чувствуют все-таки, что они с хозяином. С какими игрушками он столкнулся впервые? Я так понимаю, что вы с детства занимаетесь. Какие ему нравятся, какие не нравятся? Ну, не случайно здесь у меня очень большой арсенал. Вот есть мечи, круг из веревок, косичка, что тут еще всякие животные. Принесла почему? Потому что дома, вот еще ухваточка, тоже такая не сильно беглевская игрушка. Вообще не беглевская Ну, игрушка. расскажу чуть дальше про нее. У меня было очень много дома игрушек. Когда он был маленький, мне это было интересно, щенка все-таки заинтересовать. Практически, наверное, 70% лежало, никогда не использовалось. И, в принципе, игрушки не сильно интересны. Он свой как-то стресс, когда оставался один в игрушку, ну, естественно, сливал, но, тем не менее, в основном игрушки лежали без применения. Важна не игрушка, важен хозяин и то, как он с ней играет. Если игрушку можно как-то вот оживить, да, вот показать, что она двигается, играет. Ну, сейчас, к сожалению, мы играть не будем, поскольку мы спим. Вот. Но, тем не менее, вот беспроигрышные варианты – это косички с веревочками, потому что вот моей собаке, я знаю, что не только очень нравится вот выедание, выгрызание вот этих веревочек, да, вот даже здесь видно, тут вот каких-то веревочек нету, потому что когда я не услежу, он съест. Вот. Но вообще, конечно, игрушку лучше убирать, потому что если игрушка валяется, то она интерес... Очень правильно. Я как раз хотела добавить. Ребята, буквально недавно разговаривала с владельцей собаки, и она говорит, вот у меня игрушки валяются, собака не играет. Поэтому если вы хотите, чтобы ваша собака играла, даже если это породе не характерно, уберите все игрушки и приходите с этой игрушкой. Поиграла 5 минут, все, спасибо, убрали, молодцы, похвалили. Да. Тогда собаке становится интересно. А так, конечно, у меня тоже, мало ли что у меня дома валяется, мне неинтересно. А вот когда только что принесли, вот тогда да. Игрушка – это желанный такой приз. То есть да. вот у меня игрушки висят, он видит их, ну вот сейчас, он когда хочет поиграть, когда видит, что вот надо меня поднять, хватит работать, уже мама, он подходит, садится под игрушку, поднимается, начинает, вот я хочу играть, вот тогда он настроен, тогда игра будет. Вот с ухваточкой тоже хороший пример, они любят очень тянуть, любят, ну вот, хватать и тянуть. Не знаю, с охотой это не связано, но поскольку вот дрессировкой занимаемся, часто с большими собаками взаимодействуем, увидела, что вот многим большим собакам нравится, попробовала, и нам тоже оно оказалось в кайф, поэтому... Как бигли относятся к детям? Подходят ли они семьям, в которых есть детки? Бигли очень хорошо относятся к детям. Я не раз встречалась с детьми знакомых, подруг. Они единственное могут только своей активностью немножко напугать ребенка. Ну, здесь надо просто грамотно подойти, собаку там подержать на поводке, посмотреть, что ребенок не боится, посмотреть, что собака увидела. Ну, и они понимают, что это ребенок, они очень аккуратно относятся. Вот. Главное, не давать на задние лапы вставать, чтобы ребенка не опрокинули. Вот. А так они играют и дружат, и веселятся вместе. Вот, увидев эту, ну, на самом деле, не чрезмерную, но очень такую яркую особенность собаки, я хотела ее как-то использовать и смотрела, чем собака может заниматься, и вышла на организацию, которая занимается канистерапией. Это реабилитация детей с особым, ну, с диагнозами, это могут быть аутичный синдром, синдром Дауна, ну, различные ДЦП, тем, кому нужна помощь, вот именно в поддержке в развитии, в речевом развитии, возможно. Мы ездим с Роном уже год, как вот в различные пансионаты, школы-интернаты, ну, ездим не просто так, составляем программы с логопедами, психологами по реабилитации деток, и Рон действительно работает. Он, ну, вначале было тяжело, потом привык, он общается, показывает какие-то трюки, дает лапы, дает себя погладить, почесать. И даже вот с такими детьми, которые иногда очень необычные реакции могут проявить, он... Резкие, например, да? Например, резкие, да. Например, какой-то яркий испуг, например, схватить за хвост и потянуть очень сильно, потому что многие не понимают, ну, вот, особенностей взаимодействия, вообще правил. Вот. Тем не менее, он всегда спокойная реакция, всегда спокойно, готов терпеть, вот, готов ждать, и, ну, молодчина большой, они для этого годятся, подходят. Покажите нам что-нибудь уже, какие-нибудь трюки.
Сейчас попробуем Рона разбудить. Рон, зайка, Просыпайся. иди ко мне. Иди сюда скорей. Зайка, иди сюда. Смотри, какая у меня вкусняшка есть. Кружись. Эй. Так, подождите, как дайте я так? проснуться. Ну Так. давай поздороваемся. Зайка? Вот Ох ты, ты, зайка, мой какой сладкий, еще похрюкал маленький. туда же. Хорошо. Лежи. Ползи. Ты мой сладкий. Ой, ты мой хороший. Хорошо. Вот мы такое чудесное одеяло принесли. Не просто так, оно у нас не Специально просто так здесь лежит. Для Да. детей выучили трюк в него заворачиваться. Сейчас мы попробуем показать. Лежать. Единственное, сейчас, Тай, секундочку. Да, и вы не... Во. Хорошо. Вот такой у нас. Шикарно. Хорошо, Сам молодец. себя скрыл. Да, спрятался. А что за трюк с картами? Тоже выучили фокус. Рон у нас фокусник еще. Я попрошу, Надь, тебя тогда помочь. Да, обязательно. У меня 5 таких карточек с изображениями животных. Такие детские варианты разные. Ну и, собственно, рубашка. Вот. Я сейчас Надю попрошу вытащить одну карту. Можно показать Сейчас её... мы Азика попросим. Ой, даже Азик. Сиди, Ну, Азик. можно вместе. Показать ее зрителям, нам с Роном не показывать. Хорошо. Потом убрать в колоду, я ее перемешаю. Хорошо. Я буду держать, а вы одну вот так. карту. Вы одну карту достаете. Азик. Ну так не получится, ладно. Так не получится, но Азик тоже мог бы сейчас лапой выбрать карту. Итак, выбирая вот эту карту. Так, Что мы не теперь делать? смотрим. Рон, иди сюда. Посмотреть, запомните и положить обратно в колоду. Можно зрителям показать, чтобы было интересно. Интересно, кого я выбрала? Конечно, я выбрала, вы же понимаете, кого. Я даже не удивляюсь. Так, кладу Мы обратно. мешаем. 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 Он уже знает, уже смотрит внимательно. Так, не отвлекай. Давай. Тяни. Ой, ты мой сладкий. Дай сюда. Хорошо. Ну, покажите нам. Уху, ребята, Ты браво! угадал. Ты, оказывается, угадал. Молодец. Шикарно, шикарный фокус. Какой ты молодец. Причем он с такими глазами выбирал, с такими глазами тянул. Такое ощущение, что это настоящий человек. Что у вас за сумка, которую принесли, клеточку? Расскажите нам про нее. Принесли быстренько. домик. Ну, на самом деле, всем... Не знаю, наверное, от пород даже не зависит. Вообще всем заводчикам собак рекомендую организовать место для животного. И если это место будет вот такое с крышей, похожее на конуру, похожее на какой-то такой маленький мир. Вот Роник, нет, не продемонстрировал, ну, сейчас он уже проснулся. Вот, туда спрятаться можно, вообще оставить можно в клетке даже, когда ты уходишь. Да, ну, вот здесь клетка такая мягкая, бывают клетки твердые. Ронь, пусть гуляет. возвращайся к нам. Бывают железные такие клеточки. В них можно закрывать, оставлять собаку, она там чувствует себя как дома. Вот. Они все равно большую часть времени, когда нет хозяина, Спят. спят, да. Держи. Вот, поэтому вот такая вещь очень рекомендую. Сейчас я ее взяла, чтобы он почувствовал себя тоже немножко дома и не нервничал. Хотя у вас тут нервничать невозможно. У нас тут нервничать невозможно, он все равно себя почувствовал как дома. Итак, мы сегодня говорили про породу, про которую вы спрашивали, бигль. На мой взгляд, очень интересная показалась программа, потому что такие трюки показывала собака. И я с картами, конечно, первый раз вижу трюк. Итак, бигль, порода очень доброжелательная. Минусом является, наверное, активность, и минусом является врожденный охотничий инстинкт, поэтому если вы уезжаете в лес, будьте аккуратны, чтобы собака не убежала, поэтому всячески привлекайте ее к себе, либо приучайте команде рядом и старайтесь с ней заниматься. Но остальные сплошные плюсы: собака позитив, собака занимается с детьми, собака обожает детей, вызывает такие умиления. У нас тут вся студия ходила и вот в таком вот восторге. Наверное, еще из минусов можно сказать, что линяет собака. Да, и своенравие. Ну, Пошел своенравие, гулять. ушел, пошел гулять. Но на самом деле это, наверное, все-таки не своенравие, а то, что он постоянно все изучает. Собака любопытная. Смотрите нашу программу каждую среду. Увидимся, пока.